Привет-привет! Меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. И в этом видео мастер-классе я хочу связать резинку хлебный колос поворотными рядами. Вязать я буду из полушерстяного шнура нуга. Вот его характеристики. И возьму для этой пряжи 2 спицы номер 12. Этим узором и из этой пряжи и этими спицами у меня уже есть связанная шапочка. Она связана по кругу, и в шапке резинка у меня односторонняя. Ну а теперь давайте представим, что мы вяжем к этой шапочке, например, шарфик. Шарфик будет вязаться, соответственно, поворотными рядами и двусторонней резинкой. Итак, я беру нить и набираю нечетное количество петель на одну спицу. Итак, у меня набрано 15 петель на спицу. Поворачиваем спицу. И первый ряд будет вязаться несколько не так, как все остальные ряды. Первую петлю я снимаю. Я всегда снимаю первую петлю и последнюю всегда провязываю лицевой. Дальше у меня идет лицевая петля, за ней изнаночная. Буду чередовать лицевая и изнаночная. В этой резинке в одном ряду они должны быть скрещены петли влево, в другом ряду петли должны быть скрещены вправо. Как это вяжется? У меня после набора все петли стоят классическим образом. Правая ножка ко мне, левая от меня. Лицевую петлю мне нужно поменять, перенадеть ее на спицу и провязать скрещенной. Вот так. Она у меня скрестилась вправо. Следующую петлю я провязываю бабушкиной, но при этом опять скрещенной. Смотрите, как это делается. Завожу правую спицу вот отсюда и делаю короткий подхват. Получается бабушкина петля скрещенная. Она получается скрещена влево. То есть лицевая у меня с лица скрещена вправо, а изнаночная с другой стороны скрещена влево. Итак, снова делаю лицевую. Перебрасываю. Лишь в первом ряду я их перебрасываю. И делаю скрещенную лицевую. Скрещенная бабушкина. Накидываю нить на спицу. Завожу спицу. Вот смотрите. Вот так я ее завожу. И делаю короткое движение для изнаночной. Снова перебрасываю и снова делаю скрещенную. Завожу и делаю короткое движение для изнаночной. Перебрасываю, провязываю скрещенную лицевую. Завожу, скрещенную изнаночную. Перебрасываю, скрещенную лицевую. Последняя петля, предпоследняя петля, точнее, лицевая, и последняя петля кромочная, ее провязываю просто лицевой. Разворачиваю вязание, и все остальные ряды будут вязаться так, как вяжется второй ряд. Итак, снова первую петлю просто снимаю, это кромочная. Теперь я смотрю на свою петлю, у меня здесь изнаночная идет, и ее я снова провязываю просто скрещенной бабушкиной. Напоминаю, что завожу спицу не традиционно, традиционно мы ее вот так заводим, да, и дальше провязываем. А я завожу ее вот из-под задней дужки, вот так. И делаю короткий подхват. Давайте еще раз. Итак, завожу и делаю короткий подхват. Вот так. Дальше я смотрю, ага, по рисунку у меня идет лицевая петля. Но я обращаю внимание, что ее левая ножка стоит вперед ко мне, правая от меня. Это мне и нужно было. Именно поэтому я и делаю бабушкину петлю, а не классическую. Да? То есть помните, в предыдущем ряду мы их переворачивали, потому что мы всего лишь набирали петли, а после набора все петли всегда стоят правой ножкой. Ко мне левой от меня. Итак, вставляю петлю
завожу спицу в петлю слева направо и делаю скрещенную. Снова бабушкина изнаночная, скрещенная. Завожу, короткий подхват, сбрасываю. Скрещенная лицевая. Причем, видите, лицевые у меня получаются скрещены вправо, а изнаночные, они скрещены влево. Но если мы посмотрим на предыдущий ряд, то здесь получается все правильно. Один ряд скрещенных влево, один ряд скрещенных вправо. Итак, продолжаю вязать. Опять скрещенная бабушкина, изнаночная, скрещенная лицевая, скрещенная бабушкина, изнаночная, скрещенная лицевая. Да, вязать изнаночную здесь не самый удобный, но красота требует жертв. Второй ряд готов. Я снова разворачиваю вязание. Напоминаю опять, что последнюю петлю я всегда провязываю лицевой, а первую всегда снимаю и продолжаю вязать так все оставшиеся ряды. Снова первую снимаю. Петлю смотрю, у меня здесь лицевая, ее я делаю скрещенной. Она надета на спицу обратным способом, да, то есть левая ножка ко мне, правая от меня. Просто завожу спицу слева направо и провязываю. Дальше изнаночная, она у меня надета классическим образом на спицу, ее я вяжу скрещенной. Бабушкиной изнаночной. Помогаю здесь пальцами левой руки себе. Лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, снова лицевая, снова скрещенная, изнаночная, лицевая, и вяжу таким образом все остальные свои ряды. Провязала я несколько рядов этой резинкой, и посмотрите, какая красота получается. И обратная сторона. В таком варианте она двусторонняя. Здесь хорошо видно, что сначала ряды смотрят влево, потом вправо, влево, вправо, влево, вправо. Такую резинку можно связать для шарфика, когда вы вяжете поворотными рядами, может быть для снуда, чтобы потом его вот здесь вот сшить. Для шапочки у меня есть отдельный видео-мастер-класс, там мы вяжем эту резинку одностороннюю, здесь видно, да, и там она вяжется по кругу. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.